Добро пожаловать в Кохем, город на Моузеле. И сначала познакомимся с тем, как здесь здороваются. Здесь, в земле Райнланд-Пфальц, тоже есть свой диалект. Приветствуя, местные жители говорят «Guten Morgen», «Guten Mittag». Но, как и все, они пытаются все упростить. И в какой-то момент они решили, что для того, чтобы поздороваться, просто достаточно произнести волшебный звук «О». Вот представьте, прогуливаетесь вы по городу, а ваши знакомые кричат вам с другой стороны улицы «О! О!». Уже потренировались? Получается? Значит, вам здесь будут рады. В этом выпуске поговорим об истории этого чудненького городка на Моузеле, где винные традиции чуть ли не определяют жизнь не только горожан, но и гостей города. Узнаем, что общего название этого города имеет с русским и одним из самых любимых слов для каждого жителя страны. И это слово «кухня». Познакомимся с местными шмандерлекерами, любителями сметаны. Lass mich probieren. И, честно говоря, весьма грустные легенды о бедной козе. Жалко козу. Вы увидите, как нашим съемкам мешали зеленые обитатели города, ввергая нас в ужас. Убирайте его! Также расскажу о том, что общего горячая древесная смола имеет с выражением «Pech gehabt», что означает «терпеть неудачу». А сейчас мое приветствие, так, как это принято здесь. О, друзья, давайте начинать. Для начала давайте полюбуемся прекрасным видом на две главные достопримечательности города. Во-первых, это впечатляющая крепость Райфсбург наверху и церковь Святого Мартина с ее барочными башнями. На картине голландского художника Жака Карабена видим изображение города таким, каким художник его видел в начале 19 века. Если посмотреть на крепость, то можно увидеть большое различие в том, как крепость выглядела тогда и как выглядит сейчас. Тогда это были развалины после разрушительного нападения французов в 17 веке. Благодаря Луи Равине, купцу из Берлина, крепость была восстановлена и выглядит так, какой мы ее видим сейчас. При восстановлении был использован оригинальный план строительства из Средневековья, потому что тот архитектурный стиль был очень впечатляющим. Восстановление крепости было приблизительно одновременно со строительством замка Нойшванштайн в Баварии. Если посмотреть на крепость с исторической точки зрения, да, несколько башен там было достроено, но в основном ее облик остался таким, каким он был при ее основании. Но интересно во всей этой истории то, что Луи Равине изначально хотел купить крепость в соседнем городе Трабен-Трабах, но ему там этого не позволили сделать. Видимо, тогдашние правители были недальновидными, а для Кохена это была большая удача, что богатей из Берлина решил восстановить сокровища Средневековья именно здесь. К крепости мы еще вернемся, а пока продолжим здесь, внизу в городе. Перед тем, как пойдем в старый город, обратим внимание на вот эту мозаику. Местный художник Карл Фриц Николай в 80-е годы изобразил на этой стене то, что в историческом смысле определяет город. Все началось с римлян, куда же без них? Наверху слева мы видим фрагмент из знаменитого стихотворения римского поэта Азониуса, описывающий реку Моузель в IV веке. До сих пор Моузель является причиной гордости местных жителей. Немного ниже мы узнаем о том, откуда происходит название Кохен, а именно от названия виллы Кохума. Так звучит первое письменное упоминание поселения. Слово «кохума», в свою очередь, происходит от франкского языка, основы которого в частности лежат в кельтском. И то слово, от которого происходит слово «кохума», на кельтском звучало как «кухме». Ничего вам это не напоминает? Я как только услышал это слово, оно у меня сразу проассоциировалось со словом. А теперь слушайте дальше. Значение этого слова в кельтском было таково. Это было одно из помещений, которое у нас есть в жилище, в квартире или в доме. Речь, конечно же, о кухне.
Если точно перевести слово «кухме», то оно означает «место, где разводится огонь». Похоже на то, что наша связь с кельтами бесспорна. Предположительно, изначально кельты поселились на одном из холмов под названием Клостерберг, на который мы позже и поднимемся. Герб города в центре мозаики делает отсылку на тех, кто в XIV веке передал городу муниципальное право. Это архиепископы Трира. О городском уставе и о его значении для средневекового города рассказывал в выпуске о городе Хеппенхайм. Ссылка на экране. В левой части герба мы видим красный крест архиепископов, и в правой руке с 2 ключами это символ мирской и духовной власти, которую они здесь имели более 500 лет. Нормально устроились. Прямо над гербом представлена средневековая крепость, в том виде, как она выглядела перед французским вторжением. Крепость была построена пфальцским графом в 1020 году. Трирские архиепископы ее потом расширили, и именно эта старая крепость была впоследствии ориентиром для Луи Равене, который ее отреставрировал, и результат его работы мы видим сейчас. Здесь можно еще долго стоять, но мы пойдем дальше. Мы уже знаем, что французские труппы полностью разрушили крепость в 17 веке. То же самое они сделали и со всем городом. И в городе уцелело всего лишь 3 дома. Один из них стоит перед нашими глазами – это Альте Торшенке. Это самый старый дом в городе. Почему его пощадили, до сегодняшнего дня остается загадкой. Точный возраст дома можно узнать, взглянув на 2 круглых медальона на верхнем этаже. Точнее сказать, на левый медальон. Там стоит дата 1625 год. Честно говоря, глядя на медальон, не сразу поймешь, что там стоит какая-то дата. А если не знаешь, какую дату искать, то, мне кажется, вообще не придешь к тому, какая дата там стоит. Создатели дома увековечили себя при помощи этих медальонов. На левом стоят инициалы хозяина дома, правый же украшен розами и, возможно, указывает на хозяйку. Фигура святого справа на углу дома указывает на то, что тогда были трудные времена. Эта фигура, собственно, целителя чумы, которая должна была защищать дом от этой беды. Сейчас посмотрим на ворота Эндертор, слева от старейшего дома. Это, собственно, сохранившиеся ворота городской защитной стены из XIV века. А сегодня можно понять, что эта башенка одновременно была и тюрьмой. В стене видим 2 маленьких окошка с решетками. На этот счет есть одна история. Говорят, что преступники не задерживались здесь дольше, чем на 3 дня. А с чем же это связано? На этот счет есть такая философия. Вообще город был очень бедным, и содержать преступников здесь у них просто не было денег. И поэтому было принято решение, чтобы они сидели здесь не дольше, чем 3 дня. А перед тем, как идти в центр старого города, покажу вам метки от наводнений, которые здесь были оставлены. Они показывают самые сильные наводнения, которые здесь случались. Вы посмотрите, вот стою я, мой рост, и вон те отметки, там была вода в 1781 году, в 1784 году. Друзья, здесь было все под водой. После того, как мы с вами побывали у самых больших городских ворот, сейчас мы видим самые маленькие, и называются они Дисья Нора Фукслох. Она находится на другой стороне пешеходной зоны между домами. Берегите головы, здесь очень низко, а то вас обвинят в вандализме, если вы пробьете потолок головой. Пойдемте. Вау, вау, вау! Здесь реально очень низко, ребята, аккуратнее. Лисья Нора в народе это место стали называть только из-за маленького размера. Также есть мнение, что проход не такой высокий, потому что раньше люди были меньше, но это не точно.
дело здесь было в оружии. Нападающий, находящийся с другой стороны стены, он не мог прострелить вот это место, потому что здесь видим изгиб в 90 градусов. И если кто-то что-то хотел кинуть из-за стены, это тоже не получилось бы, потому что ему нужно было бы выйти из этой стены. Но выйдя сюда, к противнику, он оказался бы в незащищенном положении. Постоянные набеги и нападения заставляли людей тогда продумывать мельчайшие детали в целях безопасности. Про Козий фонтан есть очень интересная история. И начинается она тем, что когда-то кто-то сказал, что вот эта самая коза без разрешения находилась в винограднике. И как вы думаете, что она там делала? Кушала виноград без разрешения. Ужас какой! Кто-то в ее защиту сказал: мы не можем наказать козу, потому что мы точно не знаем, ела ли она этот виноград или нет. Но вопрос был быстро решен, когда у бургомистра появилась классная идея. У тогдашних бургомистров, видимо, было время заниматься козой, якобы съевшей виноград. Назад к идее бургомистра. Он сказал, что выяснить, виновата ли коза или нет, можно таким способом, если возьмем козу, положим ее в один из виноградный пресс и как следует надавим. Если после этого из козы потечет виноградный сок, то коза и есть истинная злодейка и виновата. Если нет, то нет. Было сделано, как сказал бургомистр, и из козы потекла кровь. И только тогда люди заметили, что они натворили. Коза была невиновна, но для нее было уже слишком поздно. Жалко козу. Эта церковь прежде всего известна своими витражами. Их мы идем смотреть. Внутри церкви с левой стороны в старом помещении для хора находится вот эта красота. Два витражиста из Лондона работали над этим проектом. Окна были установлены в 2009 году и показывают сцены из Библии. Самым привлекающим внимание является красный витраж в конце зала в центре. И это окно – это история страдания Иисуса. Там мы видим его на осле. Эта сцена изображает его въезд в Иерусалим на вербное воскресенье. Деревянные таблички на стене напоминают о местных жителях, погибших во время Второй мировой войны. Если посмотреть на даты, то мы видим, что 5 января 1945 года было особенно много погибших. Это была ужасная ночь бомбежки, в которую было разрушено 60% города. Друзья, здесь на рыночной площади видим типичный для региона Мозель фахверк. Обратите внимание, сейчас начало октября, а погода как будто летом, как будто это летний курорт. Люди отдыхают, пьют вино, цветы, солнце, просто кайф. Если посмотреть на фасады домов, там мы увидим много слегка изогнутых деревянных балок. У вас есть какое-то предположение, что они напоминают? То есть люди были настолько творческими, что даже при постройке домов с помощью деревянных балок изображали то, что видели чаще всего снаружи. Это виноградную лозу. А некоторые деревянные балки даже украшены сердечками, которые символизируют почки той же виноградной лозы. А вот тут есть загадка. Тут в большом желтом доме наверху есть фигурка. Ее называют водяным духом. Никто точно не знает, что обозначает эта фигура. Но у местных экскурсоводов есть предположение. Первоначальный владелец этого здания был торговцем. Он торговал рыбой. Вообще на Мозеле есть много домиков рыбаков. Может быть, поэтому здесь и есть такая связь с этим духом воды, который должен был помогать в рыбном деле. Кто из вас знает, пишите в комментариях.
Заглянув в эту маленькую улочку, видим вот этот фахверковый домик под названием Цомштюфье. Он был построен в 1642 и принадлежит к тем 3 домам, которые уцелели под натиском французов. Возможно, это была французская месть, что город полностью стерли с лица земли, так как незадолго до этого тут был застрелен французский офицер. Если вы хотите познакомиться с типичными жителями Кохайма, вы можете сделать это на этой лавочке. Вот этот мужчина в цилиндре смачно облизывает сметану с пальцев. И его оригинальное название – шманделейка. Шманделейка? Шманделейкер – прозвище жителей города. Термин происходит от того, что кохемцы раньше ели много сметаны и, видимо, часто облизывали пальчики. Отсюда и прозвище шманделейкер – едоки сметаны. Приблизительно вплоть до 60-х годов в город приезжали крестьяне со своими продуктами на продажу. А что они привозили? Масло, яйца, курей и, конечно же, сметану. И где хранилась сметана? Конечно же, в больших кастрюлях. Домохозяйки приходили на рынок с маленькими кастрюльками и говорили продавцу: Lass mich probieren. в «Игре престолов» были белые ходоки, а в этом городе были едоки, не совсем белые, но все же немного, так как они были едоками белой сметаны. Так вот, эта фраза «Lass mich probieren» означает «дай попробовать». Покупатели смачно произносили ее и залазили пальцем в сметану, и потом облизывали его, чтобы понять, хорошая ли сметана или нет. В итоге здесь в городе больше облизывали пальцы, пробовали сметану, чем потом ее покупали. И поэтому продавцы прозвали таких жителей шманделейкерами, едоками сметаны. С правой стороны от лавочки стоит мужчина с бочкой на спине. У него было особое назначение. В его руке мы видим трубу, и по утрам он ходил по всему городу и дудел в нее. Жители города приводили ему своих коров, и он отводил их пастись на луга. Вы подумали, он был пастухом? Нет, не только. Другим его заданием было чистить туалеты. В ту бочку за спиной он собирал добро и потом выносил все за городскую стену. А в выпуске про немецкий Эпштайн, ссылка на экране, я рассказывал про мостовых засранцев, которые выплескивали содержимое ночных горшков прямо на мостовую, да еще умудрялись собирать деньги за проезд по ней. И в заключение у нас тут есть еще Розалия Рикардо. Эта дама жила здесь в 19 веке. В одной руке у нее видим мы зонт, а в другой сумку, в которой она носила свечи. Она жила за счет продажи свечей. Но известной она стала из-за того, что она поздравляла каждого в городе по разным причинам, будь то день рождения, свадьба или еще что-то. Какая была позитивная женщина. Она поздравляла не просто словами. У нее с собой всегда был пирог и кофе. Так продолжалось несколько десятилетий. Мне кажется, современные немцы ходили бы за ней по пятам, в надежде получить немножко кофе и кусочек пирога. Халявщики. Таким образом, мы составили портрет типичных жителей города в средние века. Одни из них любили облизывать пальцы, другие чистили горшки, а еще одна поздравляла всех по всем поводам. О, смотрите, на меня сел жук. Это саранча. Мама. Все, показывай лицо мое. Он ползет ко мне наверх, сюда. Он ползет на меня. Все, убирайте его. Заряженные такой неожиданной встречей, отправляемся к следующей локации. Перед нами два особенно красивых фахверковых дома, но только один из них старый, другой же был построен только несколько лет назад. На первый взгляд этого не заметить, но если присмотреться, то на правом здании можно рассмотреть год постройки – 1704. Левый же дом был построен местным архитектором в 80-х годах. Ворота Бальдуин-Стор
это наилучше сохранившиеся ворота крепостной стены. Они названы в честь триерского архиепископа Бальдуина, который помог городу получить городской устав. Если посмотреть на ворота с обратной стороны, то в глаза бросается дыра. Даже у дыры есть свое название. Знакомьтесь, это невезучий нос. Пехназа. Эта дыра выглядит немного как нос. Но почему же она так важна? Во время нападений эту дыру использовали в целях защиты. Из нее стреляли разогретой древесной смолой. Ее разогревали и в жидком состоянии обстреливали врага. Эту смолу в средние века называли словом «пех». Если смола попадала на воина, он не мог двигаться, потому что смола была очень вязкой, и тогда он был беззащитным. То есть вот эта пех оказывалась на воине, и именно оттуда из средневековья пошло выражение Du hast Pech gehabt. что означает «тебе не повезло». Как же интересно. Вот стоишь ты перед крепостью и думаешь, насколько же богатым должен был быть Луи Равене, который ее и восстановил. Во время индустриализации в XVIII веке на продаже металлов и стали он сколотил огромное состояние. И этот замок должен был быть летней резиденцией его жены. Но этому не суждено было быть. Так как у жены появился любовник, они развелись, и она уехала в Польшу. Таким образом, его жена ни разу не была в крепости, и через год, как крепость была построена, Равене умер. Название крепости Райхсбург происходит из XIII века, когда она была подчинена Священной Римской империи германской нации. Крепость смотрится феноменально с любой точки города. Со средних веков в крепости сохранились части большой башни в середине и маленькой слева от нее. Мозаика на большой башне изображает святого Христофора, покровителя путешественников. Национал-социалисты сняли мозаику в 40-е годы, а после войны она была снова восстановлена на пожертвование жителей города. Интересна также маленькая башенка, стоящая с правой стороны внизу перед крепостью. Она тоже дошла до нас из Средневековья, и она имела функции смотровой башенки. Последнее место, которое мы посетили, это смотровая площадка. С нее открываются шикарные виды. Там прямо видим гору с крестом, которую установили там однажды после смерти пастуха. На склонах горы видим ценные сорта виноградника. Именно из него здесь производят все вино. И тут чуть ли не в каждом втором доме находится винный погребок для дегустаций. Левее от этой горы вдали можно рассмотреть крепость Виннебург. В 17 веке она также была разрушена французами. Опускаем взгляд вниз, и здесь сбоку находится туннель императора Вильгельма длиной 4 километра. До 1980 года это был самый длинный туннель в Германии. Но именно из-за него во время Второй мировой войны город был разрушен до основания, так как этот объект имел стратегическое значение. По иронии судьбы, город был разрушен, а в туннель, похоже, просто не попали. Друзья, на сегодня все. Если вам понравилось, будем рады вашей активности. Уже не секрет, что комментарии, лайки и подписки
очень хорошо помогают продвижению проекта. Будем очень рады. Также на канале вы можете посмотреть видео из Испании, Италии, Марокко, Албании и из других стран. До новой встречи. Адьос.